Привет! А ты умеешь правильно мыть болванку и готовить ее к прическе? Если не хочешь, чтобы твоя девочка стала лысой через несколько моек, тогда обязательно смотри это видео. Прежде чем идти на мойку, нам нужно распутать все узелки, поэтому возьми удобную расческу, можно широкую щетку и начни вычесывать голову манекена. Начинай с концов и постепенно двигайся выше и выше. Будь внимательна, потому что тебе может показаться, что ты прочесала всю голову, а на самом деле ты прошлась только поверхностно. Поэтому сделай несколько проборов примерно посередине головы и проверь, остался ли прикорневой начес. Смотри, я нашла, у меня были мощные начесы по всей голове манекена, поэтому я также по рядам буду счесывать это все. Если бы мы упустили этот момент, потом на мойке нам было бы очень сложно, особенно если ты используешь пудру для прикорневого начеса на манекене. Это была бы просто катастрофа. Потом у нас много волос просто сошло бы комками с этого манекена. Поэтому лучше не спешить, лучше перепроверить и только потом отправляться мыть голову. Далее поставь манекен вертикально, прямо в раковину. Волосы должны находиться в вертикальном положении и следи, чтобы они не запутались, пока ты несла манекен до раковины. Я использую профессиональный шампунь фирмы Estelle. Наношу на волосы прямо от корней и затем по всей длине. Обрати внимание на движение моих рук. Ни в коем случае нельзя мыть манекен таким же образом, как ты моешь себя в ванной или в душе. Движения должны быть очень нежные и деликатные, чтобы не запутать мокрые волосы. Я провожу пальцами только вдоль роста волос. Я будто расчесываю, и таким образом шампунь проникает во все глубокие слои головы. А еще я хочу вам поведать одну фишку. Если вы не используете прикорневые начесы в прическе, тогда вы можете промыть только длину волос, не трогая корни. Луковицы останутся незадетыми, и таким образом у вас волосы не будут выпадать в таком количестве, как могли бы. Температура воды теплая и комфортная для рук. Я никогда не использую холодную воду, так как шампунь под ней просто не смоется. И теми же самыми движениями я вымываю шампунь со всей длины волос. Не вздумайте мыть болванку после каждой прически. Вы ее так угробите, и месяца не пройдет. Нужно мыть ее по мере загрязнения. То есть, смотрите, зависит от того, как много лака вы используете в прическе. Если совсем немного, то, конечно, вы можете и после 4, после 5 причесок промыть ее. А если много, то после 2-3. Не забудьте умыть ей личико, так как ваша девушка должна выглядеть опрятно со всех сторон. И, кстати, напишите, пожалуйста, дали ли вы имя своей болванке. Если да, то какое? Мне очень любопытно. Мы моем голову манекену прямо как человеку, то есть бальзам тоже используем для волос, чтобы смягчить волос и сделать его гладким. Я не жалею бальзама, равномерно распределяю его по волосам, по всей длине волос. И также пальцами, как расческой, веду от середины
до самых кончиков. Особенно побольше нанесите на концы, так как основная масса прически у нас там и фокусируется. Если у вас в процессе волосы легко расчесываются и нет никаких узлов, значит вы все делаете правильно. Я смываю бальзам только с корней, некоторое количество его остается на концах. Почему я так делаю? Мы очень часто делаем прически на болванках, и если смывать бальзам со всех волос, то в скором времени концы будут сухие, как солома. После мойки необходимо обязательно промокнуть волосы полотенцем. Только не шоркать, а аккуратно промокнуть. Обратите внимание на движение моих рук. Переходим к сушке волос. Для этого я снимаю распределитель с фена, чтобы увеличить площадь рассеивания воздуха. Помогаю расческой, прочесываю концы. Таким образом воздух лучше проходит между волосинок. А теперь я добралась и до корней. Обратите внимание, я расчесываю со сменой направления. Самый важный момент, который большинство мастеров упускают, это приподнять объем возле лица. Я замечала много раз, что многие мастера просто оставляют пробор посередине, но когда вы делаете прическу, у вас волосы высыхают и становится лысина. Нам это не нужно, поэтому мы будем поднимать волосы вместе с расческой и продувать их феном. Таким образом ставим объем. Эта расческа называется скелет, вы можете использовать и браши, чем вам более удобно. Я ставлю расческу к коже головы, затем делаю зигзагообразные движения вперед, выдвигаю вперед. Таким образом корни поднимаются, и нужно зафиксировать это горячим воздухом из фена. Делаем так на верхней части головы несколько раз, и в итоге у нас получается неплохой объем, благодаря которому мы можем менять пробор в любую желаемую сторону. Если вам хочется, чтобы волосы были блестящие, прямые, идеально прямые, тогда возьмите расческу браши и вытяните их на фен. Ни в коем случае не используйте утюжок для этого. Прядь должна быть в 2 раза уже, чем ширина вашей расчески, иначе волосы будут просто вываливаться с вашей расчески. Обратите внимание, половину головы я не трогала, а другую половину я вытянула на брашен. Думаю, что вы видите разницу.
Не забудьте поставить лайк, если видео было полезным, и увидимся в следующем видео.